Всем привет, друзья! Сегодня 22 декабря, мы в Испании, вы на канале «Мы в Испании», меня зовут Алексей. Я ждал этого дня и хотел как раз рассказать, что именно сегодня, 22 декабря, или там с 21 на 22, самый короткий день, и именно поэтому я решил записать это видео, чтобы поделиться с вами своими рассуждениями и рассказать в том числе о моем опыте эксплуатации солнечных панелей и, соответственно, поделиться с этим с вами. Ну а сегодня в ролике вы узнаете, выгодно ли устанавливать солнечные панели именно здесь, на Коста-Бланке, сколько вырабатывает система именно сейчас, в зимнее время, что лучше, монокристалл или поликристалл, это кто уже собрался устанавливать солнечные панели. Ну и вообще поговорим о солнечной панели и о выгоде. Ну что, друзья, наступил декабрь месяц, и все, кто использует солнечные панели, прекрасно знают, что именно начиная с ноября месяца и по февраль солнечные панели вырабатывают самое меньшее количество энергии. И мы сейчас на основании трех объектов, трех различных солнечных установок, которые я вам покажу дальше, мы сейчас развеем все сомнения, слухи и так далее, выгодно это или невыгодно здесь, на территории Испании, а в частности Коста-Бланка. Мы хотим показать вам несколько объектов, вернее покажем выработку солнечной энергии. И хочу сразу оговориться, значит, первый объект — это у нас будет система, которая установлена на жилом доме, небольшая система, живут 4 человека, и, соответственно, мы хотим посмотреть, сколько вообще хватает сейчас выработанной энергии именно от солнца. Или, учитывая, что вот у нас были, допустим, неделю дожди, какое-то время были облака, вот сегодня, 22 декабря, еще раз повторюсь, очень яркий и солнечный день. И вот если все это скомпоновать, суммировать, и мы посмотрим, хватает здесь на побережье солнца этого или все же нет. То, что вы сейчас видите на экране, мы уже давно хотели вам показать и рассказать, что именно вот такие системы солнечных панелей, которые установлены здесь на территории Испании, ну, естественно, конечно же, они выгодны. Вот, допустим, вы видите, что выработка, то, что человек там, то, что система получает из сети, она как бы перекрывается той энергией, которая вырабатывается от солнца. И в итоге в конце месяца человек или владелец этой системы, естественно, получит нулевой счет, потому что здесь выработка равна той энергии, которую он сам и потребил и взял из сети. А вот это небольшое производство, вы видите сейчас на экране, когда идет именно потребление какого-то технологического оборудования. Здесь установка 9 киловатт установлена, и, соответственно, вы видите, что вот именно сегодня в солнечный день почти 3,5 киловатта солнце выдает. То есть, в принципе, тоже вполне почти полностью перекрывает потребности вот этого именно бизнеса. Это деревообрабатывающее производство, которое периодически включаются станки, периодически включаются компрессоры. И вот таким образом в час по капле, и в итоге нагорает порядка 100 киловатт в день. И вот мы, если посмотрим, подытожим за месяц производства этой системы, и тоже видим, что 70% мы с лихвой в декабре месяце перекрываем выработкой от солнца. И вот совсем небольшая система, тут установлено 4 киловатта, но здесь тоже специфическое производство, здесь не было возможности отдать энергию в сеть. Сеть присутствует, но очень маленькая, и для того, чтобы увеличить мощность установки, была установлена вот эта солнечная система, установлены солнечные панели, установлен инвертор, но в сеть, еще раз повторюсь, энергия не отдается. И, как вы видите на своем экране, все то, что этот объект потребляет, он берет вот в данный момент от солнца. Ну а теперь, друзья, хочу рассказать вам, так как многие задают вопрос, те, кто дошли до того момента, почитав интернет, почитав литературу, дошли до того момента, что ну, вроде как время пришло установить солнечные панели, и мы хотим выбрать, что лучше, монокристалл или поликристалл.
Ну, естественно, здесь на побережье, когда много солнца, вы особо-то разницу и не почувствуете, потому что солнце есть всегда, не так много тени. Но я скажу вам основные отличия. Во-первых, производство. Монокристалл, тот, который используется, тот кремень, кремний используется в солнечных панелях, его производят на производствах, то есть в определенной в такой круглой чашке складываются кристаллы кремния, нагревается до 1400 температура 1400 градусов. В итоге вот получается такая вот огромная круглая болванка, которую бока обрезают, приводят ее к квадратному виду. И в итоге потом все это дело нарезается на тонкие слайсы, которые вы видите на солнечных панелях. И естественно, если вы хотите взглянуть на панели и определить, это поликристалл или монокристалл, если вы видите такие квадратики с закругленными краями, это естественно монокристалл. Поликристалл производится немножко проще. Вы видите различную структуру, немножко синеватый цвет. Это сделано специальное антибликовое покрытие, чтобы меньше бликов, чтобы больше кремний поглощал энергии. Но тут есть маленькие тонкости. Монокристалл выдает немножечко больше энергии. И, естественно, если вы находитесь в северных широтах, в тех местах, где мало солнца, то я рекомендую выбирать, конечно же, монокристалл. Если вы находитесь на побережье, но еще раз повторюсь, что монокристалл немножко дороже. Если вы находитесь на побережье и много солнца, как здесь, то в принципе выбор очевиден. Чем дешевле, тем лучше. То мы здесь можем использовать в том числе и поликристалл. Ну и немножечко хочу рассказать о уходе, потому что тоже вопросы задают и многие сомневаются. Я поставлю на крышу, а потом туда не влезть. Смотрите, друзья, вообще в принципе для обслуживания систем, как говорится, особо ума не надо. То есть если у вас есть доступ, у вас есть способности альпинистские, то вы, естественно, можете забраться на свои солнечные систему, на свою крышу, на свои панели, естественно, привязавшись и используя всю технику безопасности, которую изобрело человечество. Сами солнечные панели моются обычной дистиллированной водой. Для того, чтобы не оставалось следов, никаких средств, там, полироли и так далее использовать не нужно, потому что это все потом привлекает пыль. То есть моется обычной солнечной панелью, обычной дистиллированной водой. Если необходимо, добавляется средство для очистки стекла и можно добавить немножко уксуса, но это уже такой бытовой способ. В промышленности, конечно, в промышленных объемах все это чистить специальными средствами, которые есть и произведены на рынке. И я рекомендую, конечно, если у вас есть солнечная панель и вы не хотите лезть, лучше вызвать специалистов, которые приедут со специальным оборудованием. Есть и роботы роботизированные, которые здесь используются в Испании, и почистят вам эту систему. Если же у вас там система стоит, ну, условно, там на каком-то патио, где вы можете добраться, и у вас есть шланг с водой, вы можете пыль смыть и затем промыть все это дело также дистиллированной водой. Не боятся они воды, ну, естественно, так как они стоят на улице, и нет такого, все защищено, и степень защиты у панелей соответствует, то есть их водой поливать можно. Если вы уже заинтересованы в установке солнечных систем и хотите обратиться, снизу будет электронная почта marevel@aol.com. Также вы найдете эту почту в описании канала. Ну а я хочу сейчас сказать, что в данный момент обучением мы не занимаемся. Если вы хотите связаться со мной для того, чтобы узнать какие-то тонкости или какие-то способы там монтажа и так далее, я вам рекомендую просто закончить лучше курсы и заниматься этим самостоятельно. А если вы хотите обратиться для расчета системы и в дальнейшем не устанавливать систему, то это делается, естественно, на платной основе. Если же вы обратились ко мне и мы вам рассчитали, и вы согласились установить солнечную систему, для вас, естественно, разработка проекта будет бесплатна. Если вы хотите проконсультироваться, пишите на электронную почту marevel@aol.com. Это будет в описании под этим видео. Еще один момент хочу сказать. Для кого выгодно устанавливать или невыгодно солнечные панели? Выгодно устанавливать солнечные панели тому, у кого годовой счет больше 1000 евро. Если у вас годовой счет меньше 1000 евро или у вас стоимость электроэнергии достаточно дешевая, то, ну, наверное, может быть, это и не стоит. Если у вас нет прерывания электроэнергии, нет каких-то лимитов и так далее. А если у вас счет больше 1000 евро, то однозначно могу сказать, это выгодно.
Ну что, друзья, надеюсь, я немножко просветил. Пишите под видео, ставьте лайки. Всем добра и удачи. Адиос, амигос!